Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня я продолжаю свою рубрику подготовки к Новому году. Какой Новый год без салатов? И сегодня я вам предлагаю приготовить чифан. Это один из моих самых любимых салатов. Это правда, он очень вкусный, к тому же яркий и красивый. А что еще нужно для праздника? Это очень популярный салат. Во многих кафе он обязательно есть в меню, но готовят его все по-разному. Поэтому сегодня я вам предлагаю мой вариант приготовления чифана. Итак, что нам для него понадобится? Этот салат мясной, поэтому нам нужно будет около 300 граммов говядины. Кстати, наступающий год — это год кабана, поэтому свинину в этот Новый год готовить нежелательно. Поэтому переходим на говядину, птицу и рыбу. Из свежих овощей нам понадобится морковь, свекла и пару картофелин. Также нам нужен будет свежий огурец и свежая капуста. Причем нам понадобится именно вот эта нижняя ее часть, где самые тонкие листы. Точной граммовки нет смысла говорить, всех овощей должно быть примерно одинаковое количество, и раз уж у нас мясо 300 граммов, то и всего остального тоже, значит, берем примерно по 300 граммов. Также нам понадобится хороший пучок укропа, здесь 50 граммов, и, конечно же, майонез для заправки, но его уже по вкусу. Еще нам нужен будет чеснок, пару зубчиков и, конечно же, специи. Сахар, соль, перец и 2 столовые ложки 6% уксуса. Специи по вкусу у меня всего примерно по чайной ложке. Итак, с чего начинаем? Конечно, с приготовления мяса. Его нужно нарезать тонкой соломкой, причем, конечно же, поперек волокон, чтобы оно лучше прожарилось и просто таяло во рту. Желательно взять очень мягкий, нежный кусочек говядины, идеально, если это будет внутренняя вырезка. Сначала нарезаем тонкие пластики, а затем из них нарезаем тонкую соломку. И чтобы мясо действительно стало мягким, нам его сейчас нужно замариновать. И вообще, на мой взгляд, маринованное обжаренное мясо как раз и составляет весь вкус салата. Добавляем в него немного соли и перца и заливаем примерно столовой ложкой 6 или 9% уксуса. Тщательно теперь это все промешиваем. И, кстати, по желанию можно добавить, например, сухую аджику к мясу, если вам нравится такой вкус. Мясо на глазах начинает светлеть. Оставляем его минут на 20-30 помариноваться, причем при комнатной температуре. И как раз за это время мы подготовим все овощи. Морковь и свеклу нам нужно натереть очень тонкой соломкой. И лучше всего это сделать на специальной терке для корейской моркови. Так она будет не просто тонкой, но еще и красивой и ровной. В этом салате овощи я оставляю свежими, хотя некоторые их обжаривают, но я думаю, это лишнее. Единственное, что их тоже нужно слегка сбрызнуть уксусом, так они не потеряют цвет и станут вкуснее. Кстати, вместо уксуса можно использовать лимонный сок, но мне кажется, что вкус лимона здесь немного лишний, поэтому я использую именно уксус. И в морковь и в свеклу добавляем совсем немного соли, перца и чуть-чуть сахара. И только после этого сбрызгиваем уксусом. Тщательно размешиваем овощи и даем им постоять несколько минут. Дальше займемся капустой. Ее нужно нашинковать очень тонкой соломкой, поэтому сейчас будем нарезать, как я и говорила, вот именно эту нижнюю часть. Так же, как и остальные овощи, капусту мы тоже немного посолим, поперчим, добавим сахар и уксус. Еще ее нужно немного помять. Так она станет более сочной и лучше впитает маринад. Дальше мы займемся картофелем, и из него нам нужно сделать картофель-пай. Это тонко нарезанный картофель, обжаренный во фритюре. Сделать это, конечно, не так уж и просто, как кажется, но если ты знаешь, что и как делать, то все обязательно получится. А чтобы получилась тонкая соломка, натрем картофель на этой же терке. Дальше наш картофель нужно хорошо промыть раза 3-4, чтобы смыть весь крахмал, и картофель тогда не будет слипаться при жарке. После того, как мы 3-4 раза промыли картофель, вода стала прозрачной, а сам картофель перестал быть скользким. Это то, что нам нужно, и теперь его обязательно нужно просушить. Для этого можно его промокнуть бумажным или тканевым полотенцем. Наш картофель обязательно должен стать сухим. Обжаривать нашу соломку нужно в большом количестве растительного масла, хорошо прогретом и, самое главное, маленькими порциями.
Картофель можно немного помешивать, чтобы он равномерно обжарился со всех сторон. А когда он подрумянится, достаем его из масла и кладем на салфетку, чтобы впитался лишний жир. В готовый картофель-пай добавим немного соли. Ну вот и все. Очень тонкий, хрустящий и безумно вкусный картофель-пай у нас готов. Оставим его остывать, а сейчас мы займемся мясом. За это время оно как раз хорошо промариновалось. Обжариваем его на достаточно большом количестве растительного масла до румяности. У нас почти все готово, осталось нарезать огурец. И, конечно, его можно было бы натереть на той же терке, что и овощи, но он, боюсь, что превратится в кашу. Лучше это все-таки сделать ножом. И нарезаем мы огурец тонкой соломкой. Этот салат можно заправить просто майонезом. Но когда в майонез добавляешь выдавленный через пресс чеснок, то он становится намного пикантнее. Так правда вкуснее. Все, вот теперь все наши ингредиенты готовы, и осталось только красиво выложить этот салат, ведь он знаменит своей красивой подачей. Лично я в середину блюда выкладываю соус, а вокруг горками раскладываю овощи. Готовый салат можно украсить укропом, либо веточками, либо мелко нарезанным. И чем мне нравится этот салат? Тем, что в нем сочетается насыщенный вкус жареного мяса, свежих овощей, хрустящий картофель-пай, и все это под соусом с чесноком. Я думаю, такой яркий, красивый и очень вкусный салат достоин находиться на вашем праздничном новогоднем столе. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, и обязательно нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые рецепты. И обязательно пишите мне в комментариях, любите ли вы салат чифан, так ли вы его готовите или по-другому. Мне очень важна ваша обратная связь. Заходите в мои соцсети, все ссылочки в описании под этим видео. Ну а у меня на этом все. Приятного вам аппетита. Пока!